Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у меня не просто эфир, а эфир с кондитером. Ира, у нее есть свой YouTube-канал, она кондитер, и она мне пытается уже, наверное, в течение года доказать, что кондитерка это просто, а вы знаете, что я кондитерку не сильно приветствую, это так все мерить надо, все сложно. В кондитерке есть много вещей, которые на самом деле может сделать абсолютно любой человек у себя на кухне. И вот сейчас будет один из вариантов. Я тебе почти верю, но я вам должна сказать, что вот уже мы готовились снимать этот ролик. Вот смотрите, мы уже отделяли белки Ну это же было просто. Ну, это просто, конечно, Ира сказала, на камеру не будем показывать, все умеют, но это же процесс, это, между прочим, целых 2 уже грязных посуды. Что у нас здесь? 7? У нас были не очень большого размера яйца, поэтому мы взяли 7 яиц. И у нас здесь, соответственно, 7 белков, 7 желтков. Если это более крупные яйца, значит, достаточно 6. То есть граммы не отмеряем? Ну, в этом рецепте не так важно. Меринговый торт, да, я такой, его так обозвала. Из сухого такого безе. Не тот, который вот бывает меренговые, пропитанные кремом. Нет, это будет такое сухое безе с орехами и с очень вкусным шоколадным кремом, таким богатым. Ну, шоколад я люблю. Погнали! Погнали. Нам сейчас нужно отмерить сахар. Вот это количество белка, это или 7, от 7 маленьких яиц, или от 6 больших, это будет примерно одно и то же количество. И на вот это количество нам нужно 300 мл сахара. Вот эта ложка у меня мерная 50 мл. Значит, мне нужно 6 таких мерных ложек. Или взвесьте на весах. Примерно 280 грамм тогда вам нужно. Пока что я не кладу это в белок, отмеряю в отдельную, очень важно, сухую чистую мисочку. Вот я добавляю для приятного вкуса пару пакетиков ванильного сахара. Соня предлагала мне взбивать белки в такой красивой стеклянной миске. Это на самом деле выглядит, может быть, более эстетично, но из моего опыта намного удобнее именно ручным миксером, когда вы пользуетесь, чтобы были вертикальные стенки у вашей посуды. Поэтому я пользуюсь вот такими коробками. Ну, возможно, это может быть в кадре не так эстетично смотрится, как стеклянная красивая миска, но это удобнее. Начинаем взбивать без сахара. Абсолютно неважно, белки холодные или теплые. Главное, чтобы все было сухим и не жирным. Венчики, посуда, все должно быть обязательно. Нельзя, чтобы туда попадала вода и жир. И все будет прекрасно. Начинаем взбивать без сахара. Белки у нас взбились до так называемой пивной пены. Тогда мы всыпаем сахар. Я на самом деле не всыпаю его никакой тонкой струечкой, там, частями. Просто вот так вот беру, смотрите. Бабах. Поверьте мне, взбиваем, да? И все будет хорошо. И прям на большой скорости. Вот уже белки становятся гладкими, а взбиваем до таких высоты, да? До крепких таких пиков, когда он вокруг венчика уже соберется. Значит, пока Ира взбивает белки, я вам расскажу, что она потребовала от меня масло комнатной температуры. Если кто-то не знает, то комнатная температура это от 19 до 21 градуса, но дома у меня холодно. Здесь, наверное, градусов 17-18. Поэтому что я сделала? Духовка у меня просто включена лампочка, и я на 20 минут отправила туда масло. И вот я его достала, могу так вот пальчиком, судя по тому, как оно выглядит, это тот самый 21 градус. Сейчас даже проверим. 19,1, 19,2, ну вот 19,5 где-то в среднем. Короче, этот способ работает. Вот смотрите, промежуточный этап. Это, конечно, еще совсем не готовые, не взбитые белки, но уже, видите, они уплотнились, стали такими гладкими. Продолжаем. А мне тоже нашлась работа. Я думала, отдыхать буду, а нет. Я рисую на пергаменте круги, какого диаметра будет наш торт. На самом деле халявы не получается. Значит, мне тут сказали, я думала, отдыхать буду сегодня, потом наслаждаться результатом, а мне сказали измельчить грецкие орехи, они, оказывается, нам тоже здесь нужны. Да. А ты взбивай. Подожди, орехов здесь у нас примерно стакан. Приблизительно. Хорошо.
Взбиваю, взбиваю. И- То, что я одна и- работаю. И резать нужно не слишком мелко, но не слишком крупно. Хорошо. Извини, что я Я придираюсь. поняла. Давайте посмотрим, что получилось. Видите? Уже не льется, а вот так вот. Мне, качается и как по дрожит. мне, уже все достаточно. Да, это называется Вкусно. мягкий клюв. И, Смотрите, в принципе, вот здесь тоже какой-то клюв у меня. Вот. да. Здесь торчит. И для вот этого нашего торта этого достаточно, да. вполне. Уже не один раз показывала, я не знаю, ты пользуешься, нет? Я вот, чтобы перенести всякую ерунду Слушай, в миску, всегда использую кондитерский шпатель. Руками. О, я кондитера чему-то научила. Деревня. Очень, очень удобно, смотрите, никаких там, Класс, слушай, никакой правда. грязи, все собрали на шпатель и отправили сюда. Всё, И просто все перемешиваем. Просто. Я приготовила вот 2 листа, помните, с этими, с кругами. Вниз карандашом. Карандашом мне подсказывают вниз. Да. Хорошо, чтобы не запачкать без Да, да. Все готово. И всё. что, прямо Мы выкладываем сейчас вот на просто бумажку? выкладываем примерно на глаз одинаковое количество и так пытаемся более-менее по контуру По это контуру это распределить. сделать. Да? И духовка у нас уже нагревается, даже нагрелась 130 градусов С с конвекцией. конвенцией. С конвекцией. С конвекцией. С конвекцией. Будет такие 2 огромные безешки. Все элементарно лопаткой просто. Обычно почему-то кондитеры говорят, что надо переложить это в кондитерский мешок, по спирали, так красиво. Ну, может быть, это, Отложить. конечно, для красивой картинки. А это будет в итоге то же Результат самое. тот же, да. Вот Ты знаешь, я всё быстро. анекдот, знаешь, старый про сосиски? Не Нет. знаешь? Ну, молодая девушка выходит замуж и начинает мужу сосиски варить. Берет, с одной стороны отрезает кусочек, с другой, и потом варит. Говорит, зачем ты это делаешь? Он говорит, не знаю, мама так делала. Звонит маме, мама, а зачем мы отрезаем кончики сосисек перед тем, как сварить? Говорит, не знаю, бабушка так делала. Мама звонит бабушке, бабушка, мама, зачем мы отрезаем кончики сосисек перед тем, как варим? Ну, не знаю, твоя бабушка так делала. Звонят дальше, бабушка, зачем мы отрезаем кончики сосисек перед тем, как их отварить? А вы что, говорит, до сих пор пользуетесь той маленькой кастрюлькой? В общем, друзья мои, не бойтесь экспериментов. Я так подозреваю, что мы выкладываем пергамент на... Притом мы будем выпекать сразу в 2 уровнях, что, ну, вообще не всегда подходит для кондитерки. Допустим, бисквиты Нет. Нет. А здесь они, может быть, не будут немножечко отличаться. Мы просто в какой-то момент поменяем их местами. Окей, И а может быть и не это будет придется. побольше У меня часа. хорошая духовка, может быть и не придется, посмотрим. Один мы кладем на решетку, Да, потому, а что второй напротив. потому что у меня только 1 противень. Да, и все. Так. Тогда И противень тоже так перекладываем. Слушайте, я на самом деле боялась брать, оказывается, очень хорошо. Да, очень удобно. Держится. Лучше Нет, на ровном столе размазать, а потом уже сразу переложить. Да. Это очень удобно. Ты молодец. Безе в духовке, безе значит, в духовке. час с небольшим, Где-то, час 15. может быть, час 15, может быть, из-за того, что В общем, у нас 2 уровня, час 30. Посмотрим по будем ситуации, смотреть. оно должно просохнуть. Таймер мы ставим на час, а потом будем Да. смотреть. Ну, в духовке процесс идет, а мы займемся кремом. Угу. Безе печется, ему там еще час стоять. Нужно сделать крем. Я думала, на самом деле, что крем Ира привезла. Оказалось, что она привезла мне не крем. Оказалось, что она привезла мне соленую карамель. Ага. Вот. Все, Я ж смерть говорю. всем диетам. Я же говорю. И я точно знаю, что у нее на канале есть рецепт соленой карамели. Вы знаете, одна из самых вкусных, Скажи вкусно. которые я пробовала. Классно, Ты молодец. некрасиво, но это вкусно. Это очень вкусно. Рецепт вот именно такой, да? Да, Без абсолютно. подвоха. Прям вот четко. один в один. Тютельку, да. Ребята, это очень вкусно. В общем, это моя банка.
Главное, что Бесспорно. размер мне нравится. Ну, а мы займемся, А мы сейчас займемся кремом. Кремом, да, для нашего тортика, который выпекается. И нам нужен для крема, ребят, шоколад. Крем у нас будет состоять из 3 частей. Масло, которое Соня уже показала, как довести до нужной температуры. Желтки, которые у нас после отделения белков Я остались. уже надеялась, что я приготовлю что-то из желтков. Ладно, проехали. Нет. То есть или 7 маленьких желтков, соответственно, или 6 больших. То есть именно то, что у нас осталось от того, как мы отделили белки для безе. Окей. И сейчас мы еще приготовим такую шоколадную массу. И вот эти 3 ингредиента мы соединим и взобьем. Окей, да. Давай про шоколад расскажем. Про шоколад, значит, я изначально думала, что мы сделаем это, может быть, из профессионального шоколада. Вот у нас здесь... Я сейчас покажу. Значит, смотрите. Есть профессиональные магазины, где продается шоколад в таких больших упаковках каплями специально для кондитеров. Есть вот у нас в магазинах продаются вот такие пакетики, тоже считается как бы кондитерский шоколад, тоже имеет право на жизнь. Это выглядит просто как некие капли. Вот смотрите, вот эти вот капельки, такие кривульки, это в любом супермаркете в Израиле, я не знаю, как в других странах. Вот это профессиональный шоколад, выглядит он, честно скажу, приличный. На вкус я попробовала немного, но отличается. Ну а мы возьмем просто... А мы возьмем обычную шоколадку. Самую обычную шоколадку. Ну что, капли вот использовать не будем, как обещали. Да, чтобы все могли приготовить. Отлично. У кого нет профессионального шоколада, тоже захотят этот тортик. Мы просто ломаем шоколад на кусочки. Теперь мы насыпаем туда, опять же, вот мерная ложка, это мое все просто. 50 миллилитров это у нее просто, мерная вот ложка, у меня я она теперь из тоже рук такую не хочу. выходит. Вот я беру эту мерную ложку, 50 миллилитров. А, шоколадка у нас 100 грамм. 100 грамм. Стандартная шоколадка 100 грамм. Окей. Капли тоже 100 грамм. Ну, то есть да, неважно, 100 грамм меняется. горького шоколада любой формы. Мерная ложка 50 миллилитров насыпали. Окей. Вода. Тоже 50? Обычная питьевая вода 50 миллилитров вылили прям туда, прям не стесняемся. О. Ну, как-то вот так. 50 грамм тоже какао. 50. Какао какое? Тоже любое, да? В принципе. То, которое любите. Да, ну не какао-напиток, а именно какао-порошок. Какао-порошок, да. который да, есть в доме. любой, неважно. Окей. В общем, короче, неважно. И главный ингредиент. Коньяк. Не обязательно коньяк. Можно бренди, можно какой-нибудь ликерчик вкусный. Какое-нибудь вкусное спиртное. То, что муж любит. Да. И вот тоже... Тоже 50? Да, тоже 50. И, слушайте, кстати, я чувствую, это будет вкусный десерт. Сейчас мы идем это все на печке, на плите растворять. варить. Да. Окей. Угу. Ну вот так выглядит все, что мы накидали. Да. И на таком среднем огне начинаем сейчас уваривать. И все время нужно вообще не отходить и перемешивать. Это не займет много времени, буквально несколько минут. Вот у нас все растворилось. Да. Еще не все, я чувствую, что там есть немножечко. Ну, уже даже начинает по чуть-чуть булькать, да, кипеть. Видите, вот такой он более плотный стал уже сироп. Ну, уже, да, такой очень однородный. Да. И когда он остынет, а нам нужно его в любом случае до комнатной температуры, он станет еще более плотный. Сейчас, когда останется немножко, видите, повисает вот так вот капля. Вот он, это уже уварился до нужного состояния. Все, ну, можно отлично. выключать. Выключаем и ждем, когда остынет, да? Быстрее остыло, переливаем в другую посуду. Шоколад остыл до комнатной температуры. Здесь 200 грамм масла. Масло и те желтки, которые... 7 штук. 7 маленьких желтков. Окей, теперь что? Сюда же и шоколад мы сюда остывший? просто это тоже выкладываем. Шоколад выглядит потрясающе. Видите, какой он тягучий, красивый стал. Не такой уже льющийся, когда был горячий. Он более был льющийся. И все это будем просто взбивать? И просто взобьем это миксером. Смотрите, какая красота у нас получилась. Это крем. Уже дело подходит к концу. Сейчас мы взобьем еще 2 белка. Может быть, даже одного бы хватило, но лучше пусть будет чуть больше. И сделаем точно так же. Та же пропорция сахара. Да, 2 белка, вот 2 таких мерных ложки сахара сейчас насыплю. И сделаем из них башенки. Это будет у нас украшение торта. Вот такое безе масса у нас получилась. И можете, конечно, взять
кондитерский мешок, красиво это все отсадить. Но мы решили упростить до безобразия. Да. И просто вот так чайной ложечкой вот такие лохматые шарики. Ставим эти наши бомбочки безэшные в духовку и минут 20-30, я думаю, они будут готовы. Осталось нам Сборка торта. собрать, да. Сборка торта. Я уже Чтобы торт потихоньку тут это. не ездил по тарелке, не свалился с тарелки в самый ответственный момент, когда вы понесете на стол, мы просто вот так немножечко смазываем здесь кремом, чтобы корж прилип. И перекладываем. Вот. И теперь у нас получилось, что нечаянно Это я. Я виновата. Я начала Немножко снимать. треснул корж. Ничего страшного. Мы сейчас все это соединим на тарелке, и никто об этом не узнает. Торт ждет своих украшалочек. Вот они в духовке. Открыть я вам духовку не могу, чтобы показать. Так, ну что ж, наши вот эти Все, вот, безешки остыли. они остыли, Всё. выпеклись такие Просто лохматульки. Вот как нравится, Просто так их... раскидываем просто по тортику. Да, просто бац, они приклеиваются и все. Что ж, друзья, вот что у нас получилось. Выглядит это совершенно замечательно. Мой ребенок там за кадром уже с нетерпением ждет, когда мы выдадим ей это все. Осталось нагреть нож под горячей водой и разрезать. Ну что ж. Ты между безешки. Хрустит. Ага. Посмотрите, какая у меня здесь красота. Посмотрите на разрезе, что творится. Это же просто какая-то неимоверная красотища. Друзья мои, вы знаете, у меня сейчас в голову пришла такая мысль, что ведь у нас через несколько недель Песах в Израиле, и это вполне такой Да. пасхальный десерт, Да, потому что который здесь можно... нет муки. Здесь нет муки, да, пользуйтесь. Вообще должна сказать, что, во-первых, замечательный запах, потому что алкоголь выпарился, а вот этот вот такой аромат коньяка на лед, он все-таки остался. В общем, Ира, Правда же вкусно? Я сегодня весь день себя хвалю. Ира, приезжай почаще. Это очень вкусно. Да. Это нежно. Не надо ждать, когда пропитается. Давай прощаться. Десерт. Потому что я не могу остановиться. Мне надо срочно доесть этот До кусочек свидания, торта. друзья. Мы пошли пить чай. Готовьте. Готовьте с удовольствием. Сладости в том числе. Подписывайтесь на канал к Ирине. Потому что то, что она делает, это реально вкусно. Спасибо, что были с нами. Мирного неба над головой и вкусного настроения в вашем доме. Пока.